Собираемся в ускоренном темпе, потому что осталось 2 недели. По Бангкоку лучше гулять пешком, потому что много куда можешь именно забрести. This way coming. The people they don't go now. Аренда нашего дома подходит к концу, и поэтому мы приняли решение двигать дальше. Это, конечно, не единственный фактор, но тоже немаловажный. За последние полгода, пока мы жили в Таиланде, мы не смогли подать заявление, вообще, в принципе, встать в очередь на получение загранпаспорта в российское посольство. Мы приняли решение, что нам нужно экстренно ехать в другую страну, чтобы сделать паспорт. Так как мы двигаемся в Латинскую Америку, и для посещения нужен действующий минимум полгода, а то и больше, до полугода, получается, нужен действующий загранпаспорт. Именно поэтому мы решили по дороге заехать в другую страну, чтобы сделать загран. Наш выбор пал на Бразилию. Именно поэтому мы сейчас уже будем покупать билеты туда. Почему именно Бразилия? В любом случае наш маршрут идет через нее, то есть здесь был бы транзит. И мы посмотрели, в консульстве есть записи. Муж записался уже на 29 мая, поэтому должно все пройти быстро, гладко, по прогнозу. То есть, через месяц у нас уже будет паспорт. Но это не точно, может что-то измениться. Так вот, сейчас в планах собрать вещи, что-то продать, что-то докупить в дорогу. Также нужно будет узнать, как зарегистрировать собаку, потому что это непросто. И как-то так. Про Бразилию пока впечатления очень двоякие. Там, говорят, криминально, вот это вот все опасно. Но люди же живут, не зря ж просто, не просто так туда едут. Значит, там комфортно, по крайней мере, в каких-то районах. Поэтому вот будем тоже выяснять это все. Купили билеты до Сан-Пауло. Мы летим с детьми 20 числа, и Игорь тоже. Но так как у нас есть сервис Dog, нам пришлось покупать разными авиакомпаниями, потому что ты просто нельзя в одной авиакомпании сервис Dog на борт. А это важный для нас такой момент. Получается, мы с детьми летим эфиопами, а Игорь с Тигрой летит катарами. 15 числа мы съезжаем с дома, то есть до этого момента вот я пакую чемоданы, все продаю, раздаю, потому что вещей накопился за этот год много, и нужно взять прям с собой по минимуму. На каждого человека, по сути, есть 23 килограмма, плюс ручная кладь по 7 килограмм. То есть нужно прям вместиться в этот порог. У нас будет 2 чемодана больших и 1 походный рюкзак. То есть в дальнейшем, возможно, мы пересмотрим и что-то выбросим, поедем дальше с 1 чемоданом и рюкзаком. Поэтому посмотрим, как пойдет. В общем, мы окончательно определились с числом, когда мы уезжаем, из дома конкретно. Мы выезжаем из дома 15 числа и едем в Бангкок где-то, может неделя, может пару дней, там вообще как пойдет. Поэтому собираемся в ускоренном темпе, потому что осталось 2 недели, и сейчас я еду докупать всякие снеки, там какую-то косметику, если надо, все, что мы возьмем с собой, что первое время мы не сможем купить, потому что это такой важный момент. И не будет времени первый месяц разбираться, где что вообще есть. Вот эти все вещи у нас отправятся соседям. У нас соседи тайцы, живут так, средненько очень.
Поэтому эти все баулы вот перейдут непосредственно им. Все, мы заканчиваем сборы. Завтра уже едем в Бангкок на 4 дня. И у нас, получается, вылет будет с детьми, оказывается, с 19 на 20. То есть мы немножко перепутали. Я думала с 20 на 21 ночью, но вот как получилось. Поэтому мы, получается, летим 19 ночью. Поэтому нужно... Немножко мандрашки есть, и мы еще немного погуляем по Бангкоку, потому что я ни разу не была там. Ну, именно целенаправленно по туристическим местам. Поэтому будет интересно и тоже дополнительный контент. На данный момент никто из родственников абсолютно не знает, куда мы летим. Из родственников, из друзей, из знакомых. То есть мы не афишируем, потому что в наше время непонятно, чего ожидать, и наши планы просто буквально каждый день меняются. Мы не можем нигде закрепиться, и я думаю, что в Бразилии тоже что-то может пойти не так, что сдвинет наши планы еще на сколько-то. Сейчас муж делает трудовой договор, он ИП в Грузии, и поэтому нужны документы для ВНЖ, чтобы подтвердить доход. Так как я фрилансер особо, я никак не могу подтвердить свой доход, поэтому все идет через него. Пока я нашу конечную точку буду называть страна X, потому что все может поменяться кардинально в любой момент, и мы вообще можем что-то передумать, что-то додумать, переделать, но пока вот уже полгода, как, если не больше, мы изучаем про страну X все, про ее правила, возможности, и, в общем, пока для нас это прям идеальный вариант. Надеюсь, так и будет. Мы не будем обращаться к помогаторам, потому что я сейчас изучаю испанский, и базово пообщаться я смогу. Надеюсь. Вот, и, в принципе, вроде ничего сложного нет. Я писала в посольство страны X, там нам дали конкретные документы, объяснили, что да как, и останется только, когда мы получим паспорт. А за какое-то время до этого нужно будет записаться просто в посольство, и, в принципе, все. Еще нам нужно будет сделать справку о несудимости, но тут такие вот есть пироги. Можно эту справку сделать в Бразилии, но тогда нужен будет перевод на испанский, так как там испанский язык. Пока непонятно, что и как, но нужно будет дополнительно вкладывать деньги, переводить, делать перевод, и у нотариуса там вот это вот все, короче. Есть вариант сделать уже на месте в стране X справку о несудимости. Она делается в течение месяца, но по сути мы этот месяц теряем. И, возможно, будет смысл сделать это в Бразилии, потому что проще будет. Да, мы потеряем в деньгах, но не потеряем во времени, и мы успеем, то есть мы приедем уже с пакетом документов, к назначенному времени мы подадим их и будем ждать. Получается, сначала подает документы муж, и мы уже идем как балластом к нему. То есть нам будут ВНЖ делать после того, как получит он. То есть мы идем с его ВНЖ, получать нам ВНЖ. А это это еще лишний месяц. Поэтому у нас ограниченное время, у нас 3 месяца возможного пребывания там, и продлить, насколько я знаю, не очень можно. Нужно вот прям максимально уложиться именно в этот срок. Также для вылета из Бразилии нам нужно будет сделать от этой желтой лихорадки, то есть большинство стран после Бразилии требуют прививку от желтой лихорадки. В Бразилии также есть небольшие сложности с собакой, то есть с вылетом собаки. Нужно будет где-то делать за месяц до вылета разрешение. Где оно делается, пока непонятно. То есть, скорее всего, в аэропорту, либо в каком-то министерстве, это культурной вот этой вот всей штуки, как в российском сельскохозяйственном предприятии этом. Столько бумажек, столько везде вообще разных правил, и если бы не чаты в Телеграме, я бы не знаю, как мы справлялись. И там большие очереди, насколько я поняла, то есть нужно прям заранее, вот за месяц до вылета идти и что-то там делать.
Ну что, это последние часы в этом доме. Мы уже собрали вещи все, мы уже готовимся. И, как обычно, все произошло не по плану, потому что утром нам написали, что неправильная у нас дата в прививках. То есть в ветеринарной клинике нам написали месяц июнь, хотя сейчас май. И как бы, ну, это критическая такая ошибка, потому что нас просто не пустят иначе. Вот, Игорь поехал сейчас до ветеринарки исправлять. Они за свою же ошибку взяли 300 бат дополнительно, потому что, ну, не знаю почему, приедет, расскажет. Вот, и сейчас мы уже будем вызывать такси ко времени, то есть сделать бронь, чтобы она приехала к 12 часам. Маршрут будет такой: мы едем до аэропорта Бангкока, там мы оставляем Игоря с собакой, потому что нужно пройти ветеринарный контроль. У нас собака еще на рейсе не зарегистрирована, поэтому нужно это все сделать быстрее, заранее, чтобы точно собака попала на борт. Напомню, так как это сервис-дог, то ее тем более нужно заранее регистрировать, чтобы на борту не было других животных, чтобы было комфортно всем. И после аэропорта мы оставляем Игоря с собакой там и едем до отеля на 4 дня, получается. С 19 на 20 у нас будет вылет с детьми. 20 же числа в 6 часов будем уже в Бразилии, в Сан-Паулу. В целом мандрашка прибавляется, потому что это другой конец света. То есть я думала, с Таиландом будет проще, потому что вроде это другой конец света, но вообще нет. Тут мы просто, по сути, попутешествуем во времени и приедем назад. Сейчас вот хожу по дому, проверяю, все ли точно мы забрали. Такие коробочки остались. Вот собака наша, да? Тигра, то тебя нигде нету, сидеть. Давай. Проси. Молодец. Вот такая у нас сервис-дог, да? Про тебя тоже многое расскажем в этот раз. Пошли гулять. Последние полгода у нас с бассейном творится просто чертовщина. Он вот в таком состоянии. То есть он зеленый, он не светлеет, он мутный. Здесь химия есть, но как бы вообще все равно. И хозяева ничего не хотели делать, так что мы даже рады, что мы уезжаем, потому что такое, как сказать, такой пофигизм немножко надоел. И в любом случае, когда контракт бы закончился, мы бы переехали в другой дом, в другой город. Там, ну, в общем, решили бы. Почему мы снимаем именно дома? Потому что это с 2 детьми и собакой просто удобно. То есть иначе, я не знаю, как можно было бы. Это, ну, дети просто гуляют в доступности улица, и собака тоже не парит мозги, что там надо вечером выгуливать ее. Поэтому это очень удобно. И как бы у нас мы переплачиваем, но мы снимаем только дома. Потому что, ну, без этого вообще никак. И в России у нас тоже есть свой дом. Мы в квартире, наверное, жили единственный раз, когда с мужем только начали вместе жить. Это была однокомнатная квартира. Детей, то есть, еще никого не было. И когда я забеременела, мы, получается, сразу купили дом, переехали в дом. Ну, иначе, я не знаю, я не вижу. Да, это муторно, но это проще в том плане, что ты как бы никого не затопишь, ты всегда знаешь, что происходит в твоем доме, и ты как бы в ответе за все это. Поэтому как-то так. В общем, все, мы заселились в номер на ближайшие 5 дней. Здесь получается такая кухня,
она идет кухня-студией. Тут сразу такой гигантский диван просто. Вот так вот садишься. И еще тут место для 10. Ой, жарень. То есть номер так объективно уже старенький, но... О, какой тут вид! Посмотрите на это. Шикарнейший вид на город, на центр Бангкока. Ой, тут тоже надо включить. Кондей в каждой комнате. Просыпаешься с таким шикарнейшим видом. Вот на такой шикарной тайской кровати. Здесь вид уже не очень интересный. Он на этот, поэтому мы его закроем. Помимо этого есть также собственная ванная комната. Это туалет. Это туалет и душ сразу. Интересно, будет ли в других комнатах или он здесь один. Это у нас детская комната. Вот так. О! Тут тоже есть туалет. Да. Туалет и душ. Все как полагается. Но вот что с видом тут не повезло. Тут вид прям в стену. То есть вот стена. Там просвет. Короче, такой себе. Поэтому все. Так что теперь мы ждем, получается, Тигру с Игорем. И нам еще будем ждать сертификат собаки. Он будет готов где-то через час. Уже меньше. И, собственно, that's all. Осталось чуть-чуть, и мы полетим в Бразилию. В Бразилии будет еще, по идее, жарче, но там должно быть свежее. Давайте игру, мне можно. You love so much. Тигр, ко мне. Привет. Что? 1000 доехал. В смысле 1000? О, Блин, 1000 это до хрена. Ну ладно, ничего страшного. Я бы нас собирала. Ну. Давай я схожу, скажу. Я говорю, ну блин, 1000, это капец. Ну, короче, с собакой сложно, да, типа половину, мне сразу 1500 предложений. На индрайве все непонятно, геометок нет никаких, мне не понравился индрайв, очень плохой. Вот. Мы еле нашли с ним, и то потому, что он молодец, он очень классный таксист, он вежливый, он аккуратный, он одет хорошо, он супер крутой. Опустим. Знаешь, чтобы понимали, мы доехали за 1060 сюда. Ну, я понял, что это дорого. Даже 500 это возможно. Ой, сказал, вниз. Это дорога, поэтому 600, типа платная дорога. Ну ладно. Тигра! Ну как у вас хорошо. Ну как уютненько. Смотри, там зонтик как раз есть. Прикол. О, мне очень нужен зонтик, спасибо. Я сейчас его возьму из комнаты. Папа, это там ваша комната? Сидеть. Сидеть. Это наша комната. Сидеть. Гулять. Это последние дни в Таиланде. И какие у тебя впечатления в целом о Паттайе, о Бангкоке, о жизни тут? Потому что мы сколько уже живем здесь? Год и 3 месяца. Получается, вот, что ты хочешь рассказать напоследок? Ну, Таиланд очень гостеприимный, позитивные люди. Это из плюсов. Из минусов, наверное, очень жарко, душно. Он меня впечатлил больше, чем, наверное, я о нем думал. Здесь
относительно чисто, здесь очень зелено. Вот мы приехали в Бангкок, здесь много зелени. Зелень на домах, на небоскребах. Море здесь плохое, ну, здесь не море, здесь Сиамский залив. На островах, наверное, неплохо, да, там можно поплавать. В Паттайе в самой нет, не вариант. Город Паттайя, ну, как город ни о чем абсолютно. Из интересных мест, наверное, только набережная, и то, ну, такая посредственная. Бангкок классный город, большой, очень такой быстрый, наверное, не такой, как Москва, но по сравнению с Паттайей, да, очень ритм жизни довольно быстрый. Красивые дома, красивые улицы, относительно чисто, я уже, по-моему, говорил. Как насчет безопасности? Очень безопасно. Люди оставляют свои вещи, мы оставляем свои вещи. Автомобили не всегда закрывают, дома не... То есть по безопасности, мне кажется, одна из самых безопасных, наверное, стран среди Азии. Прикольно. Вот это классно. Это прям здорово сделано.